Ливерпуль ищет замену для Мухаммеда Салаха. МЮ усиляет линию атаки. Челси может лишиться своего лидера. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Мяч не покинул поле перед голом Ньюкасла в ворота Арсенала. Телеканал beIN Sports опубликовал стоп-кадр, согласно которому очевидно, что мяч полностью не покинул поле перед тем, как сороки забили единственный мяч в игре 11-го тура АПЛ. При этом эксперты телеканала Ричард Кис и Энди Грей считают, что во время голевой атаки хавбек Ньюкасла Жоэлинтон толкнул в спину защитника Арсенала Габриэла Магальяеса, а также подыграл себе рукой, коснувшись мяча. Ювентус определил полузащитника Манчестер Сити Калвина Филлипса в качестве своей цели номер один на зимнее трансферное окно. В своем втором сезоне на Этихаде Филлипс остается игроком ротации и по-прежнему не имеет шансов пробиться в стартовый состав команды Гвардиолы. Эта ситуация подталкивает Филлипса к смене клуба в январе, потому что Калвин не хочет рисковать своим местом в сборной Англии в преддверии Евро 2024. Как утверждает La Gazzetta dello Sport, главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри уже попросил боссов своего клуба пригласить Филлипса. Аллегри надеется, что Филлипс поможет ему справиться с потерей Поля Погба, который попался на допинге, и Никола Фаджоли, который был дисквалифицирован на 7 месяцев за ставки. Поэтому Ювентус рассчитывает взять 27-летнего англичанина в аренду с опцией выкупа. Ливерпуль вступил в борьбу за атакующего полузащитника Байера Флориана Виртса. Виртс великолепно выглядит на старте нового сезона, забив 5 голов и отдав 8 результативных передач в Бундеслиге и Лиге Европы. До сих пор главными претендентами на 20-летнего немца считались Манчестер Сити, Челси и Бавария. Однако Daily Star ожидает, что активность Ливерпуля может изменить расстановку сил. Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп является большим поклонником таланта Виртса и считает, что его соотечественник мог бы стать преемником для Мухаммеда Салаха, который в конце сезона с высокой вероятностью уедет в Саудовскую Аравию. Байер, учитывая свое перспективное положение в Бундеслиге, исключает продажу Виртса в январе, но в конце сезона будет открыт к предложениям по своему юному дарованию. Лондонский Арсенал выступил с официальным заявлением в поддержку главного тренера Микеля Артеты после критики судейства в матче с Ньюкаслом. Футбольный клуб Арсенал искренне поддерживает послематчевые комментарии Микеля Артеты после еще более неприемлемых ошибок судейства и ВАР в субботу вечером. Мы также хотели бы отметить огромные усилия и результативность наших игроков и болельщиков на Сент-Джеймс-Парк. Премьер-лига – лучшая лига в мире, с лучшими игроками, тренерами и болельщиками, каждый из которых заслуживает лучшего. Судейскому корпусу Англии необходимо срочно заняться стандартами судейства и сосредоточиться на действиях, которые уводят нас всех от ретроспективного анализа, попыток объяснений и извинений. Мы поддерживаем постоянные усилия главного судьи Говарда Уэба и будем рады совместной работе над достижением стандартов судейства мирового уровня, которых требует наша лига, говорится в заявлении на сайте клуба. Манчестер Юнайтед хочет приобрести нападающего Фламенго Габриэля Барбозу в январе и готов использовать своего вингера Антони в качестве разменной монеты. В этом сезоне нападение Юнайтед выступает очень слабо, а главным разочарованием является Маркус Решфорд, который наколотил 30 мячей в прошлой кампании, тогда как в этой отличился только раз. Поэтому Юнайтед строит планы по приглашению бомбардира в январе. Однако правила финансового фейрплей сильно ограничивают возможности клуба с Олд Траффорд.
Как утверждает Daily Mirror, на радаре у Юнайтед находится Барбоза, который может быть доступен всего за 20 миллионов фунтов ввиду истекающего в конце 2024 года контракта. Чтобы склонить Фламенго к сделке по 27-летнему бразильцу, Юнайтед может предложить взамен возможность аренды Антони. Купленный летом 2022 года у Аякса за 86 миллионов фунтов Антони не совершил ни одного результативного действия в этом сезоне и все еще находится под следствием насчет применения физической силы к слабому полу. Сам Барбоза открыт к возвращению в Европу, где ранее ему не удалось заиграть в Интере. Но Юнайтед рискует столкнуться с конкуренцией со стороны Милана в борьбе за игрока. Спортинг готов продать защитника Гонсало Инасио в Реал. По данным АС, португальский клуб согласен продать игрока мадридцам за 45 миллионов евро и еще 15 в виде бонусов. Отмечается, что Манчестер Юнайтед является главным конкурентом Реала в борьбе за футболиста. Но защитник предпочитает перейти в Реал. Контракт Гонсало со Спортингом действует до лета 2027 года. Отступные защитника составляют 60 миллионов евро. Фабрицио Романо объяснил, почему Реал выступил с заявлением по поводу Кильяна Мбаппе. Ранее Реал назвал ложью информацию о том, что клуб ведет переговоры с французским форвардом. По словам Романо, Реал сделал это заявление, поскольку не хочет, чтобы у футболиста возникли напряженные отношения с его нынешним клубом. При этом на самом деле Реал все еще считает Мбаппе своей главной трансферной целью на лето 2024 года. Клуб надеется, что ему удастся получить Мбаппе бесплатно. Журналист Дин Джонс утверждает, что мадридский Реал всерьез может попытаться подписать защитника Челси Риса Джеймса в конце сезона. Испанский клуб связывают с Джеймсом, и Джонс написал, что они могут попытаться подписать правого защитника следующим летом. Для Челси потеря Джеймса была бы огромным ударом, поскольку 23-летний игрок является одним из самых важных футболистов, а теперь и капитаном клуба. В этом сезоне он провел всего один матч в премьер-лиге после травмы подколенного сухожилия, но сегодня может сыграть против Тоттенхэма. Маркус Решфорд отсутствовал на праздничном ужине команды после победы в матче 11-го тура АПЛ с Фулхэмом, сообщает Daily Mail. Игроки Красных Дьяволов праздновали победу над Фулхэмом, ужиная в эксклюзивном ресторане в Манчестере. Однако Решфорд отсутствовал после того, как Эрик Тен Хаг раскритиковал его решение пойти в клуб после поражения от Манчестер Сити.